Всем привет! С вами Алла. Итак, давайте посмотрим общий расклад. Какая женщина строит планы на вас и чего она от вас хочет? Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И давайте достанем сигнификатор расклада. Король мечей. Женщина здесь с мужским характером в сегодняшнем общем раскладе. Женщина жесткая, принципиальная, может быть очень упрямой. Женщина, которая привыкла, что вот все должно быть так, как она хочет. Может быть, у нее какая-то работа связана с управлением персоналом. Или у нее свой бизнес. Или просто у нее такой характер. Вот она привыкла всех строить. Поэтому сегодня общий расклад будет для тех, вот у кого подходит описание под женщину, что барышня с остальными яйцами, барышня очень упрямая, привыкшая, что все должно быть так, как она хочет. Высокомерная, кстати, достаточно такая, знаете, вот я звезда. Вот все должно быть только так, как я хочу, потому что я так хочу. Характер тут, конечно, ой-ой-ой. О, еще и аркан маг. Еще тут, ребят, и эгоизм, и еще тут про различного рода игры в ваш адрес. Сегодня пойдет речь про женщину, которая не умеет, в принципе, выстраивать отношения, потому что очень резкая, очень принципиальная. Здесь человек не умеет идти на компромиссы в принципе. Здесь, например, если вы поругались, то я думаю, что в большинстве случаев вы с ней мирились, а не она с вами. Здесь человек, который, знаете, вот проще переломить себя через колено, чем признать свою неправоту. Здесь женщина, которая, в принципе, привыкла манипулировать, да, может какие-то вещи даже вам не договаривать. И так как расклад общий, то у кого-то отыграется, что она просто что-то не договаривает, а у кого-то отыграется, что она вас еще и обманывает. Тут уж, как говорится, кому как повезет. Что у нее к вам? Что у вас сейчас в отношениях? Ну, у многих отыграется что-то женщина, с которой вы достаточно длительный период вместе в отношениях. Это может быть ваша жена, либо женщина, с которой вы давно вместе, то есть несколько лет. Так, смотрите. Сегодняшний расклад будет про то, что у женщины на примете есть еще один мужчина. И так как расклад общий, то тут есть несколько вариантов интерпретации. У кого-то отыграется, что у нее уже есть этот мужчина в любовниках. У кого-то отыграется, что просто есть человек, который ей симпатичен. То есть есть некий мужчина, который ей нравится. В какую вы группу попадете, тут уж сами решайте. Изменяет она вам, и вы уже об этом знаете. Или вы догадываетесь, что есть кто-то, с которым она переписывается, либо ведет какой-то там диалог.
А что к вам? Ребят, к вам у нее очень много сомнений. Значит, смотрите, либо вы тут уже достаточно давно вместе, и эти отношения ей уже, как знаете, приелись, и она уже начинает крутить носом. Ну, типа как, и то не так, и это не так. И здесь она могла уже поднимать тему либо развода, либо тему расставания. У кого-то может отыграться, что это, в принципе, женщина, которая, вот она постоянно поднимает бучу на ровном месте. То есть человек, который не может жить без скандалов. Человек, который типа, ну и ладно. Типа, я себе другого могу найти. Вот в таком формате. Но вы знаете, здесь про то, что в эти отношения она вошла не на очень высоких энергиях. Здесь либо у вас был очень потрясающий кекс в самом начале отношений, и вы вот на этом, скажем, кексообразном сценарии зашли в отношения. Потому что, знаете как, нормальные полноценные отношения, они строятся на чем? Явно не на кексе. Они строятся на уважении друг к другу, они строятся на общих жизненных ценностях и на общих интересах. А потом уже на всем остальном. В этом же общем раскладе речь больше про то, что отношения здесь были основаны вот как раз на второй чакре, на кексе. И сейчас, когда у нее пропал уже интерес, вы уже не зажигаете, так как это было раньше. То человек здесь уже начал себя вести как вот, ну типа, ты мне надоел, ты мне не подходишь, там, ты меня не устраиваешь. Здесь как-то так. Тут вообще были когда-то глубокие чувства? Нет, ребят, не было тут глубоких чувств. Сегодняшний расклад подойдет только для тех, вот у кого женщина-потребитель. Здесь не было глубоких чувств, и здесь, в принципе, не было любви. Знаете, как бы женщина здесь была влюблена, здесь была влюбленность. Вы понимаете, влюбленность и любовь – это разные вещи. Влюбленность, она просто хочет быть потребителем. Влюбленный человек, он не человека любит, он любит само состояние, которое он испытывает рядом с этим человеком. То есть влюбленность – это про себя. А вот любовь – это уже про другого человека. Это уже более осознанное чувство, более зрелое. Поэтому, может быть, вы познакомились здесь, когда были юные. Может быть, вы гораздо старше ее. Ну, тогда, в принципе, более-менее нормально. Если она здесь какая-то была очень юная девочка, то здесь расклад про то, что влюбленность в вас здесь была. И она тут себе нафантазировала семью с вами и хотела быть вашей женой. Здесь же, ну, как бы эта женщина, она себя чувствовала рядом с вами, знаете, как в облаках. Вот был период вашей жизни, когда она тут действительно была счастлива. Но вопрос, счастлив ли здесь был мужчина. Потому что здесь больше речь про то, что женщина больше потребитель, женщина больше витала в облаках. Женщина больше хотела получать. Здесь как маленький ребенок, который вот все время хотел праздника. Знаете, как в Риме. Хотели зрелища и хлеба.
Вот можно так вот сказать про эту женщину, что вот ей хотелось с вами зрелищ, интриги, игры, кекса, адреналина, взрыва мозга, взрыва эмоций. Но здесь не было вот этого желания строить осознанные отношения. Здесь не было заботы про мужчину. Здесь хотелось только получать. Поэтому была ли влюбленность? Да, была. Но сейчас ее уже нет. Сейчас, ребят, у многих отыграется, что на горизонте появился другой мужчина. И опять же повторюсь, расклад общий. Поэтому у кого-то она уже в этих отношениях, а у кого-то она только присматривается к этому мужчине. Но в любом случае сегодня расклад подойдет для тех, вот кто сам уже видит, что женщина к вам потеряла интерес как к мужчине. Ее планы на вас, но она не определилась. Здесь очень много карт про то, что она не определилась, что с вами делать. О чем твои сомнения? Ребят, расклад очень будет подходить для тех, у кого есть дети, есть имущество, есть что делить. Знаете, как есть страсть, а есть обязательства. И к тому второму мужчине там страсть. К тому, с которым она на постоянной основе, как будто вот нельзя просто так взять и уйти. То есть что-то держит. Может быть, совместные дети, кредиты, ипотека, совместный бизнес. Память. У кого-то так отыграется. Расклад общий, поэтому тут все эти варианты будут подходить. Может быть, действительно здесь за счет того, что очень много было хорошего в самом начале, ну как бы она понимает, что она загоняется. Она прекрасно здесь понимает, что ломать не строить. Особенно это актуально будет для тех, у кого женщина еще не вступила в отношения с другим мужчиной, а только думает, вступать или не вступать. Поэтому, ребят, пока что планов никаких нет. Пока что здесь женщина будет наблюдать. Во-первых, за тем вторым королем чаш, как он себя будет проявлять по отношению к ней. А во-вторых, здесь будут смотреть за вами. Как вы себя будете вести? Какие у вас отношения будут? Здесь женщина пока на распутье, она не понимает, что ей делать. К тому, как бы вот тянет эмоционально, чувственно, страстно, с вами практично, с вами есть будущее, есть перспективы, но неинтересно. Поэтому вот пока что она будет наблюдать. Никаких конкретных планов у нее нет. А сама не может понять, что ей делать. Потом человек здесь в каком-то разобранном эмоциональном состоянии.
Здесь еще может подумать над тем, чтобы обновить ваши отношения, как бы с нуля начать. И так как расклад общий, то у кого-то здесь может захотеть расстаться на какое-то время, чтобы потом с нуля опять зайти в эти отношения. У кого-то может вам говорить, пойдем к психологу, там, давай мы будем меняться, чтобы наши отношения поменять. А у кого-то здесь может пойти к другому мужчине, обломаться там, а потом захотеть вернуться к вам. Так тоже может быть. Так что вот так. Вот такой получился сегодня общий расклад с множеством вариантов. Тут уж каждый сам выбирайте, какой вариант ваш. У кого действительно это ваша головная боль, вы запутались в этой запутанной своей ситуации, обращайтесь ко мне за личным гаданием. И уже на личном гадании мы разберем конкретно вашу женщину и конкретно вашу ситуацию. На личном раскладе я помогу вам понять, какой вариант для вас лучше, какую стратегию лучше выбрать по отношению к этой женщине, как себя вести. Если у вас есть зависимость от этой женщины, помогу вам ее осознать, избавиться. И, в принципе, поймем, насколько этот человек вас любит, что он хочет от вас и каковы перспективы ваших отношений. Пишите мне в WhatsApp, Viber или Telegram, и я в переписке расскажу, как проходит личное гадание и что для этого нужно. Мои контакты на экране. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И на этом всем пока.